Привет, друзья! Сегодня поговорим про третью уже партию матча на первенство мира между Фабиано Каруано и Магнусом Карлсеном. Магнус играл черными. Снова сицилианскую мы вышли, значит, слон b5, g6, Рассалима, d3, слон g7. И вот в первой партии, если вы помните, как раз вот Фаби играл здесь h3, что допускает конь f6, конь d7. И теперь он делает рокировку. С нехитрой, в принципе, идеей на конь f6, h3 не ходить. Но это я вот в дебютном видео уже объяснял, что единственная, в принципе, идея хода h3 это где-то защититься от слон g4. Но такая позиция, как бы, безусловно, для белых довольно хороша. Поэтому h3 порядок ходов не самый точный. Вот Фаби с рокировки теперь начинает. Ферзь c7. Ну, рассказывал я тоже в том же дебютном этом видео, что, в принципе, мы ориентировались черными везде на позиции с черной пешкой на e5. То есть мы старались как-то не давать белым e4, e5 сыграть. Нам это казалось и объективно правильным. И Фаби очень здорово играл именно с белой пешкой на e5. Выиграл там несколько хороших партий. Теперь у белых выбор из ладья e1 и h3. В этой партии ладья e1 Фаби играет. e5. Это направление такое немножко было свежее, но да, у нас была проблема, что наш герой как бы мог иногда что-то забыть. Последовало а3. Это, конечно, один из главных ходов, но можно и так пробовать. И здесь а3. Теперь какая-то разница, что конь f6, b4, c4 появляется ресурс, хотя так с Магнусом потом, по-моему, тоже играли. Да, но Фаби пробует довольно бесхитростно а3. На самом деле ход хороший. Конь f6, b4. Рокировка. Это, слава богу, Магнус пока запомнил. Ну и вот здесь у нас была такая скрытая идея, от которой, я помню, я как-то прям гордился, что мы такие умные, что если bc, даже довольно соблазнительно bc. И тут как-то комп раньше просто ходил типа конь d7, по-моему. Ну, что, в общем, комп как-то начинал отыгрывать эту пешку. У нас была идея играть слон g4, конь d2, конь d7. Ну, что везде, в общем, мы отдаем слона и пытаемся побить на c5 конем. А, вот здесь а4, да, что вот здесь комп конь бьет c5 бил, слон a3, b6, что на самом деле тоже, по большому счету, возможно. Но мы вот очень гордились своей идеей здесь играть ладья e8. Теперь, ну неважно, конь b3, слон f8, слон a3, белым надо защищать пешку. И теперь b6 или b5, cb, ab, слон бьет f8. Ну тут можно включить взятие на f3, можно не включать, но суть одна. То есть там, скажем, побили и конь бьет f8, мы в принципе решили, что это просто битая ничья. То есть черные ставят коня на e6, сдваивают cpa, у белых лишняя пешка. Но практически нет идей, то есть тут ничего особо не сделать, то есть на a5 можно пойти b5 просто, и все равно, ну то есть выглядит очень странно, потому что вроде у белых лишняя проходная пешка А, на самом деле, ну так мы посмотрели аккуратно чуть-чуть, что просто, я почему-то изначально, я помню свои какие-то эмоции, что я сильно подозревал, что у черных абсолютно нормально. Ну и в общем оказалось, что так и есть, да, на c3, c5 всегда. Сейчас я смотрю, кстати, подтверждает компьютер, то есть действительно спадает оценка совсем. То есть может быть c4 надо пробовать, как-то конь e6. Ну в общем вот это все было еще записано, естественно. И в принципе мы подробно довольно проверяли эту позицию, что как-то идей мы за белых не видели. Можно было и бить на f8, по-моему, сначала это допускает конь bd2, но тоже ничего страшного, то есть теперь сдвоит спа. Ну и главное, нам под Фаби казалось, что это такая именно разумная линия, очень такая как бы огнеупорная, да, что сразу мы там как-то пешку жертвуем, как-то белыми надо невероятно тонко играть, чтобы минимально напрячь, никакого намека на инициативу у белых нет, да и в принципе все это, в общем, вполне себе корректно. Последовало, значит, здесь вместо этого конь bd2, с тем, чтобы не зевнуть, такой ход мы справились. Конечно, но Магнус не справился с тем, чтобы два хода запомнить. То есть тут на самом деле планировалось ходить cb, ab, слон e6. И, ну вот он так и перепутал. То есть вот опять почувствуйте себя Магнусом и мной, да, во-первых. То есть мы это все там
много смотрели, что когда чувак там первым же ходом путает, ты, конечно, немножко раздражен. Но на самом деле я понимаю, с чем он перепутал, что здесь слон b2, конь d7, конь g5, ладья e8. Взяли, черные потом, ну, в большинстве линий черные проведут a5. Белые могут как-то там конь c4 пытаться этому мешать, ну там тогда черные могут просто подождать, когда белым надоест. Можно на самом деле там вплоть до b5 где-то ходить в этих позициях. Мы, по-моему, вот планировали b5 какой-то план, и где-то потом там a6 и c5 проводить. Но что, в принципе, Магнус рисунок запомнил, да, что мы должны отдать белопольного слона как-то, и потом вот что-то там на ферзевом как-то a5 или b5, c5 ходить. Вот, но он просто перепутал, как это получается. Он пошел слон g4. Я логику его глюка причем понимаю. То есть он подумал, что ну окей, bc это вот та самая позиция, которая только что была. a4, ладья e8. А h3 это он подумал, что видимо это и есть то, как получалось вот именно расклад, где мы сдавали белопольного слона. Фаби действительно пошел h3, взяли. Можно было ферзем, можно конем. Он побил конем как бы нормально. Наш просто, значит, жахнул cb, а b опять. Он подумал, что это оно и есть. На самом деле, ну, надо было здесь уже ходить конь d7 тогда. И тоже вот эта позиция, ну, мы много такие смотрели. То есть тут компьютер все время дает белым небольшой перевес. Это оценка, наверное, правильная, безусловно. Но мы не совсем понимали, то есть нам казалось, ну, как бы перевес перевесом, но что просто как-то черным очень просто играть. Что действительно ты везде ходишь a6, там как-то b5, c5 проводишь, и, в принципе, партия начинает заканчиваться. Какие-то там грядут размены. То есть мы, ну как бы белые красиво стоят, то есть вот можно действительно пойти там слон d2, что-то там дальше пытаться делать, то есть белые красиво стоят, но действительно защитились от a5, ну c5 проведем тогда, то есть ну как-то можем ничего не делать, то есть можем коня на e6 пока повести. То есть белым, по идее, как бы, чтобы как-то напрячь, надо что-то там двигать на королевском, рано или поздно, но мы не всем понимали, что, как, и, в общем, какие-то там тренировочные партии были сыграны в этой линии. И мы в итоге решили, что это просто прям совсем бетон, и что кроме, в общем, эстетики, за белых особо тут ничего не голосует, нам казалось. Вот, а Магнус просто метнул опять в этой позиции. Б, ладья бьет опять. Теперь вот, кстати, ну по меркам матча на первенство мира очень грубая ошибка от Фаби, но я думаю, он просто зевнул в один ход, то есть у белых тут выбор между слон d2 и ладья бьет a5, и идея в том, что если пойти ладья бьет a5, ферзь бьет a5, слон d2, ну черные должны ходить куда-то там типа на c7, чтобы на e5 не висело, белые играют ферзь a1 и захватывают линию а. То есть, скажем, конь d7, ну тут можно ферзь a7, можно не торопиться с ферзь a7, можно пойти ферзь a7. Эта позиция уже на самом деле очень неприятная, то есть вот это был один из самых неприятных моментов матча, потому что ну как-то ну совсем мы встаем в пад, то есть черным по виду придется в мертвую там встать ладья b8, и как бы белые там будут как-то постепенно там пальцы усиливать, слон e3, g3, король g2, h4, черные будут стоять и ждать. Ну не обязательно, наверное, ее проигрывать, но позиция крайне неприятная. А второй ход здесь, это ход, который сделал Фаби, слон d2. И идея в том, что ладья бьет a1 это примерно то же самое, но проблема в том, что Магнус ушел ладья a8. Но я думаю, что он просто зевнул, честно говоря, Фаби. То есть я думаю, что ход ладья a8 у него просто выпал. То есть такой ход назад обычно, как бы ладьей, когда ладья стоит под разменом, часто зевается. То есть, ну теперь примерно то же самое, только черные линию а не сдали. У черных все равно похуже, но это и близко не так плохо. Ферзь b1, то есть также Фаби повел, как-то ферзь b1, конь d7. Ферзь b4, ладья e8. Ну, то есть вот здесь, на мой взгляд, это уже по большому счету совсем близко к ничьей. Причем тут смешно, что, ну, вроде белые чуть подавливают, но на самом деле, ну, какой-то появляется уже рисунок такой, что сейчас где-нибудь черные пойдут b5, потом, может, c5, c4 проведут. Может, что-нибудь еще, у белых нет ясного плана. То есть в этом и была вот глобальная стратегия наша на матч, что вот создавать какие-то такие спокойные позиции с очень долгосрочным там потенциалом каким-нибудь, и надеяться, что Фаби сам где-нибудь что-нибудь придумает. У Фаби была, кстати, на это контрстратегия, которая, по-моему, тоже не заслуживает критики, что Фаби, мне кажется, в любой непонятной ситуации он пытался просто
максимально далеко посчитать и по возможности, если прям равно сделать ничью. Если сделать ничью не получается, то поменять максимум фигур. Ну, тут просто иногда это выглядело немножко комично, все-таки тут скорее, наверное, белый давит, там, ну, можно было пойти, там, действительно, Ком сейчас как так предлагает, ну, ничего ужасного, там, ладья бьет b5 мы не зевнем, но, ну, вот как-то так и будет, да, там черные побьют, пойдут ладья 8, здесь вряд ли партия прям сильно затянется, но, опять же, если у кого-то здесь чуть поприятнее, то, наверное, у белых. А Фаби, мне кажется, так немножко потерялся с планами, и он пошел слон c3, наш b5, вот b5 мы всегда считали, что надо ставить, и Фаби просто как бы решил уже, что что-то, видимо, его переигрывают. Ну, я это говорю без большой иронии, то есть, на самом деле, ну, действительно, у него была такая, мне кажется, стратегия на матч, что как бы в любой вот именно непонятной примерно равной позиции он пытался играть максимально конкретно, и если что, менять максимум фигур, и потом эндшпиль снова досчитывать до ничьи. Но просто вот здесь получилось немножко абсурдно, то есть он просто побил, пошел ладья 1, все взяли, ферзь a7, слон c3, ферзь a2, ферзь b2 взяли, и f6, ну как бы не, ну эндшпиль примерно равный, понятно, что если надо выбрать сторону, конечно, надо брать черных, то есть символически поприятнее скорее у черных здесь, но просто немножко смешно, то есть Фаби как бы все это вот поменял, чтобы перейти в такой эндшпиль, а причем эндшпиль как бы, ну он все-таки, ну минимально игровой, да, то есть, ну, да, король f1 был, король f7, король e2, конь c5, слон c3, конь e6. Ну, то есть компьютер считает, что совсем битая ничья, но на самом деле белыми, ну, какие-то есть проблемы. То есть сейчас может там слон f8, слон c5, где-то там потом черные может c5, c4 начнут ходить. То есть, ну, понятно, что проиграть белыми ее трудно, но, скажем так, у черных есть полное основание пока походить, и причем у белых нет особо, к сожалению, для белых, у них нет именно, вот как хотел бы Фаби, у них нет именно рисунка прям форсировать ничью, то есть, скорее всего, ну, просто придется постоять, подождать немножко, дать черным провести какой-то план, и тогда за счет того, что мало фигур на доске, наверное, получится ничья. Ну, в партии, на самом деле, примерно так и было. G3, слон f8. Вот здесь Фаби, на мой взгляд, тоже именно по-человечески мазанул. То есть, ну, слоны чернопольные, глобально белые бы хотели, если уже что-то здесь двигать, белые бы хотели пешку на g4, да, то есть пока это зевает конь f4 шах, поэтому можно было слон d2 пойти, а слон c5 поставить g4. Белые все-таки тоже начинают где-то пограживать g5. И, ну, если черные сами поставят g5, то теперь уже вот у черных все стоит на черных полях. И у белых вообще нет ни одной проблемы. А Фаби как бы наоборот, он шел конь d2, что допустило конь g5, h4, конь e6. И теперь черные успели поставить пешку на h5. И теперь вот уже, ну, какие-то опять микродостижения для черных. То есть теперь где-то, если, например, кони поменяются там в слоновом, да, слоны чернопольные, у белых будут пешки стоять по черным, где-то там черные f5, f4 начнут ходить. У черных появилась какая-то зацепка, где-то там g5 может пойти. В общем, короче, тут как-то робкий оптимизм чуть-чуть рос. Слон d2, слон d6, c3. c3 ход, я помню, тогда все как бы обругали. На самом деле, ну, есть у Фаби своя какая-то логика. То есть он как-то скорее наметил, мне кажется, что просто может пойти... Как бы пригрозить слон e3, d4, да, то есть, а если черные пойдут c5, то типа позиция становится еще более такой прямой. То есть вот логика Фаби была, как я понимаю, вот как он играл этот матч, что типа если пойдут c5, ну может вообще, ну c5 в партии было, там слон e3 он пошел, что может вообще начать обдумать, может мы пойдем c4, b4 и просто проверим, что это крепость. Или что-нибудь еще в таком роде, то есть он как бы старался на месте особо не стоять, король e7, король d1 он пока повел, король d7, король c2, белые прибежали туда и, видимо, готовятся встречать просто всякие там король c6, поэтому черные ходят f5, f5 ход правильный. Ну и вот король d1, то есть на самом деле, ну все-таки белые наиграли, и здесь уже даже компьютер соглашается, что и король c6, ну можно было попробовать вот резко f4, слон c1, g5 как-то, а g он бьет g5, типа король там условно e2, обратно пока. Как-то на самом деле, ну все равно какая-то немножко есть тут игра, да, то есть черные, с одной стороны, если король уйдет на g2, черные тут будут как прорываться, там король c6, c4, как-то пешка c3 опять же стоит на черном, можно пойти b4, где-то проходную b организовать.
Белым, конечно, помогает, что фигур мало остается, но в принципе игра есть. А еще сильнее можно было пойти здесь король c6. Причем именно вот потому, как Фаби партию вел, это, конечно, было самое, наверное, практичное. Ну и вот спросить белых, чего дальше, потому что, ну, если здесь пойти типа король e2, то уже b4 ставит большие проблемы. И, я не знаю, c4, я не знаю, было ли намечено, но вроде f4, там слон e7 и g5 черные проводят и выигрывают. cb бить не хочется, я не знаю, так, может, он хотел вставать, но тогда там тоже как-то уже fe там... Фе вообще ферзя провели до e4. То есть, ну, как бы компьютер советует здесь бить и слона 6, это, конечно, правильно, то есть позиция остается в пределах ничьи, но ничто в игре белых не выдавало, что они планируют e в слона 6. И причем, ну, это очевидно для черных прогресс. Но будем дальше играть слон 7. То есть уже просматриваются реальные проблемы, там белые... Где-то допускают, например, там король d5 и c4, да, там dc, bc можно побить, e4 поставить, все пешки белых будут стоять на черных клетках, явно будут проблемы. Можно где-то и b4 пытаться ходить. В общем, черные явно добились какого-то прогресса, то есть Фаби так немножко в своем стремлении упростить, он как-то немножко... С одной стороны упростил, с другой стороны ухудшил, и прямой ничьи не нашлось. Но вот в партии Магнус дал ему ровно то, что на самом деле Фаби вот по динамике матча хотел. То есть Магнус пошел fe до e c4 и пошел конь c5. И получил просто слон бьет c5 и король e2. И я причем понимаю Магнуса, я думаю, что он эту позицию особо не читал. То есть он просто считал, что это за белых как бы невероятно рискованно. Все-таки у черных слон. Где-то проходная с этой стороны может образоваться, и у белых все пешки стоят по черным. Но да, Фаби просто аккуратно посчитал, пешка c3 близко к базе, на нее трудно напасть. И если что, когда белые будут отдавать коня здесь на фланге, там еще, скорее всего, скажется, что чернопольный слон не выигрывает с пешкой h. Ну, то есть вот у них так и было, я так говорю, как Нострадамус. Но на самом деле, действительно, это все, я уверен, что Фаби здесь уже прикинул, что он понял, что просто большой запас. То есть, например, с той пешкой там на b2... Это была бы совсем другая история, то есть все-таки ее тяжелее было бы защищать. Но здесь пешка c3 близко сравнительно к пешке f2, и все-таки да, то есть конь f1 он повел, наверное, самое простое, конь e3, конь d5 пойти. И, ну, Магнус понял, что идеи особо нет, конь e3, слон e3, пешечный ничейный. Поэтому, да, b4, взяли, конь e3, король c5, ну и вот белые как раз, да, пока суть до дела, там начинают менять фланг. f4, взяли, какой-то там рандомный ход Магнус сделал, f5, gf, да, конь бьет c4, король c4, ef, ну и понятно, что даже если две пешки белые отдают, то позиция остается ничейной, как мы знаем. Ну такая партия, то есть мы с одной стороны были как бы по-своему довольны, что хорошее направление в дебюте, с другой стороны были, конечно, недовольны, что Магнус перепутал. С третьей стороны, ну, наверное, психологически был большой плюс, что, ну, Магнус, перепутав, он получил сразу худшую возможную редакцию вообще всей вот этой позиции, которую мы планировали и так играть весь матч, и уже, ну, как бы даже если Фаби в такой не напряг, то есть на самом деле, ну, вот позиция ладья бьет опять, это 14-й ход, да, вот здесь белыми там надо было бить и ходить слон d2, как мы обсуждали, и, в принципе, у белых был большой перевес. А через 5 буквально ходов уже стояла вот такая позиция, просто абсолютно равная. То есть, ну, чувствовалось, что именно сам, что ли, такой игровой рисунок, да, мы выбрали удачно довольно вот под Фаби, что как-то тут трудно белым зацепиться за прямую игру. В подготовке, на самом деле, тоже трудно довольно зацепиться за какие-то прямые проверки. Мы уже в этот момент, кстати... знали, у нас была вот отдельная головная боль, что мы за Фаби искали, ну, мы логический анализ вели как бы так же, то есть мы считали, что на месте Фабия мы бы искали какую-то вот максимально прямую такую линию проверочную, и уже на ранней там стадии мы уже смотрели ладья e1, e5, b4, так Фаби сыграет, по-моему, в следующий белый, и снова мы как раз окажемся впереди, что мы и b4 предсказали, и более того, мы здесь нашли какую-то совсем... прямую ничью, как в партии было, которая тоже, может, была не так очевидна. Ну, в общем, как-то матч вот так, то есть как-то оттолкнулись, да, это третья партия, третья из 12, 3 ничьи, нам казалось, ну, заметно, да, то есть
заметно, что Магнус лучше играет, то есть он начисто переиграл в первый. Вторая, ну ладно, белыми не взлетела, да, мы посмотрели там на очень хорошую разработку. Третья, ну тоже нам какой-то внушил оптимизм, что все-таки, ну, как будто разница в силе игры большая. То есть он перепутал в дебюте и там потом из крайне неприятной пассивной позиции в итоге поддавливал в эндшпиле там и был близок к тому, чтобы поставить реальные проблемы. В общем, оптимизм рос, шот не улучшался. И о четвертой партии, друзья, в следующем выпуске. До новых встреч на канале Левитов Чес.